Привет, друзья! В этом выпуске разберем 10 самых интересных вопросов. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов и проверьте свои знания. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. Если готовы, тогда начнем. Какое море не имеет выхода к Мировому океану? Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бесточное озеро, либо как море из-за своих размеров. Происхождение, глубины, солености, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа. Но выхода к океану у Каспия нет, поэтому он считается замкнутым водоемом, не соединенным с Мировым океаном. Что из перечисленного не является страной? Таити – маленькая Франция в Тихом океане. Таити не является отдельной страной, а является территорией Франции. Здесь сохранилось не так много древней культуры, как на других островах. Люди с европейской фигурой и полинезийскими чертами лица очень красивые. Повсюду распространены французские привычки, например, сыры и багеты, а также французские праздники. Большинство продуктов привозят из Франции. Таити считается очень дорогой остров. Здесь чуть ли не самые высокие цены на жизнь по сравнению с остальным миром. В какой из этих стран находятся Южные Альпы? Южные Альпы – горный хребет, простирающийся вдоль большей части южного острова Новой Зеландии, достигая наибольших высот вблизи западной стороны хребта. Название Южные Альпы обычно относится ко всему хребту, хотя отдельные названия даны многим меньшим хребтам, которые являются его частью. Самой высокой вершиной массива является гора Кука. Высота горы достигает 3724 метров. Это самая высокая гора во всей Новой Зеландии. Возраст горной цепи оценивается в 40-45 миллионах лет. Формирование Южных Альп происходит до сих пор, что сопровождается значительной тектонической активностью. Самая молодая столица в Европе. Братислава – самая молодая столица в Европе. Братислава – это единственная на Земле столица, граничащая сразу с двумя странами – Венгрией и Австрией. Сегодня это сравнительно недорогой и уютный город, но когда-то в нем проходили пышные коронации, о которых теперь туристам рассказывают на экскурсиях. В Братиславе масса дворцов, церквей, музеев и памятных мест. Очень приятный старый центр с двумя главными площадями пронизывают извилистые улочки. А если отъехать немного подальше от города к северу или востоку, можно увидеть фермы, виноградники, сельские поля и крошечные деревеньки. Под каким названием также известен остров Тасира? На западе Японии расположен небольшой остров Тасира, основным населением которого являются кошки. Местные жители считают, что представители семейства кошачьих приносят в их жизнь счастье и богатство. Именно поэтому остров Тасира в народе называют Кошачьим островом. С давних пор кошки завозились на этот остров для истребления крыс, которые приносили большой вред местному шелковому производству. Со временем местная молодежь перебралась в крупные города, а на острове остались лишь пожилые люди. Именно они дали приют огромному количеству кошек,
которых не стерилизовали и не кастрировали. Это привело к тому, что численность животных на кошачьем острове Тасира стала во много раз превосходить численность человеческого населения. Где располагается знаменитый вулкан Эйфьядлаjökull? На юге Исландии расположена одна из крупнейших ледниковых шапок страны, покрывающая активный вулкан Эйфьядлаjökull. Его относят к подледным, то есть находящимся подо льдом. Название вулкана Эйфьядлаjökull переводится на русский язык как «остров горных ледников». Он находится на 6 месте по величине в стране. Его высота составляет 1666 метров над уровнем моря, а диаметр кратера около 4 километров. На протяжении 200 лет ученые называли вулкан спящим. Последнее на тот момент извержение 1821-1823 годов вызвало таяние ледника, которое могло спровоцировать наводнение. Считавшийся потухшим вулкан со сложным именем проснулся в 2010 году. Какую особенность имеет озеро Басумтви, расположенное в Республике Гана? Басумтви – это кратер, образовавшийся вследствие падения метеорита. Его возраст насчитывает свыше 1 миллиона лет. За это время природа здесь обустроила настоящий оазис. Диаметр водоема 8 километров, а его площадь насчитывает 45 квадратных километра. Обновляются воды Басумтви исключительно благодаря выпавшим осадкам. Что характерно, озеро считается крупнейшим резервуаром с пресной водой на территории Ганы. Уровень воды здесь несколько раз поднимался настолько, что несколько деревень в окрестностях оказывались затоплены. К слову, местные жители считают водоем священным и приписывают ему чудодейственные свойства, а вдоль берега даже можно увидеть несколько храмов. Название какой горы означает 5 сокровищ великих снегов? Канченджанга – горный массив в Гималаях, главная вершина которого, высотой 8586 метров над уровнем моря, является третьим по высоте восьмитысячником мира. Название вершины Канченджанга в буквальном переводе с тибетского языка означает «сокровищница 5 великих снегов» или «5 хранилищ больших снегов». Под великими снегами местные жители подразумевают 5 крупных ледников, протянувшихся по склонам 5 отдельных пиков Канченджанги. В снегах и ледниках Канченджанги берет начало крупная река восточного Непала – Тамур, известная всем любителям экстремального водного туризма. Она стекает по склонам Канченджанги в южном и юго-западном направлениях. Для охраны хрупкой природы Канченджанги создано несколько заповедников и национальных парков, самый известный из которых – биосферный заповедник Канченджанга в индийском штате Сиким. В каком из городов Штатов Америки официально зарегистрирован и проживает всего 1 человек? Манави в штате Небраска уже почти 6 лет удерживает звание самого малонаселенного города. Здесь проживает 1 человек, Элси Эйлер, и уезжать отсюда она не собирается. Из Манави люди начали разъезжаться еще в 1960-х. С 1967 по 1970 годы закрылось почтовое отделение и 3 продуктовых магазина, а в 1974 году опустела школа. Дети Эйлер уехали в поисках работы, и до 2004 года в городе жили 2,
сама Элси и ее муж, Руди. Увидеть весь Манаві как на ладони можно, забравшись на ближайший сток сена. В городе всего одна улица и несколько зданий, большинство из которых не используются. Какую уникальность имеет остров Фазанов? Остров Фазанов – это остров посреди реки Бидасоа, находящийся в менее чем 6 километрах от места ее впадения в Атлантический океан. Именно здесь в 1659 году встретились представители Франции и Испании и подписали Пиренейский мирный договор, который закончил 30-летнюю войну. Этот же договор и предопределил необычную судьбу острова. Согласно подписанному документу, новая граница между Испанией и Францией прошла вдоль Пиренейских гор и дальше по реке Бидасоа до впадения ее в Бискайский залив. Реку оба государства должны были бы разделить пополам, следовательно, оказавшийся на их пути остров нужно было бы разделить пополам. В результате страны договорились владеть островом по очереди. Теперь администрация испанского города Ирун на берегу слева и администрация французского города Андай справа управляют им по полгода. И это уникальный случай в мировой практике. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть и они проверят свой кругозор. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. До новых встреч!